Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что в эту субботу вы, средь бела дня, так сказать, включились для того, чтобы понять вообще, куда мы движемся с точки зрения прошедших переговоров на уходящей неделе, с точки зрения свежайших заявлений Зеленского по Донбассу и прочих, скажем так, перипетий, которые сопровождаются тяжелой эскалацией, потому что удар по Украине прошлой ночью был очень тяжелый. Били по станциям атомным, имеется в виду подстанциям, которые переправляют и соединяют энергомосты Западной и Центральной Украины, и это очень тяжелый удар. В общем, обо всем по порядку, и, конечно, политическую подноготную будем выявлять и выставлять на свет с Михаилом Павловым, известным политтехнологом, политологом. Михаил, приветствую вас. Да, добрый день. Друзья, подпишитесь. Да, хорошо, что мы не темной ночью, а белым днем собрались. Да, потому что правда, нужно пролить свет на многие вещи. Сейчас 100%, идет ворох какой-то заявлений, сейчас идет какой-то необыкновенный, скажем так, пуш Зеленского, да, и он прямо указывает на американцев. Вот американцы так хотят, а вот американцы так хотят. И очень сильно раздраженно выглядит Зеленский в контексте возможности договориться через Зеленского, то, что через голову, а мимо Зеленского, Америки и России. Друзья, мы в прямом эфире. Это означает, что будем максимально общаться и с вами в том числе. Все как всегда на моем канале. Значит, ваши вопросы оставляйте в чате трансляции, но к ним мы перейдем в самом конце. И заранее не оставляйте. Давайте в финальной части, потому что улетает чат и вопросы тоже. Значит, QR-код, который видите на экране, возможность и канал поддержать, и на экране прям чего-то написать, чего хотите. Если хотите заблаговременно, вдумчиво, то это сообщество YouTube, закрытый клуб зрителей. Милости просим. И, конечно, голосуйте в вопросе. Сейчас озвучим опрос, но перед этим всех обращаю к телеграм-каналу и YouTube-каналу Михаила. Тоже интересуйтесь, следите, нажмите кнопочку подписаться и не пропустите ничего нового и ничего самого главного. Так вот, опрос сегодняшнего эфира. После встреч в Абу-Даби на этой неделе Украина приблизилась к миру? Дайте свою оценку. 4 варианта есть. Вариант 1. Да, как никогда до этого. Даже ночью Трамп в самолете, да, говорит, мы вообще так хорошо поговорили. Никогда так не были близки. Вариант 2. Топчутся на месте. И в этом и задача. Топтаться на месте. 3 вариант. Нет, только отдалилась. Судя по тем событиям, которые происходят вокруг Абу-Даби, стрельба в генерала Алексеева. Сегодня сообщили, что в Дубае приняли этого стрелка и уже привезли прямо в Россию очень оперативно, нашли. Сейчас будет интересно в том плане, что он расскажет после допроса, как это все покажут. И 4 вариант. Приблизилась, но через капитуляцию. То есть мы видим, что сейчас вынос энергетики, его будут доводить систематически до конца, и некуда будет деваться, разведут руками и скажут, все, то есть все, дальше уже невозможно, и поэтому это будет капитуляция, но которая будет обставлена каким-то образом, наверное. Но по сути это так, невозможность продолжать дальнейшую войну. 4 варианта, давайте с этого вопроса начнем. Абу-Даби, насколько ключ является ключом к тому, что происходит сейчас, Михаил? Давайте так, я отвечу 5 вариантом, если вы не против. Украина к миру приблизилась, а вот Зеленский и его окружение нет. Таким парадоксальным образом. И, кстати, это абсолютно точно проистекает из прозвучавшей даже от вас логики. А Зеленский во многом уже изолирован от переговорного процесса. Зеленский во многом изолирован от влияния на переговорный процесс. Хотя, конечно же, как человек, который сохраняет реальную власть в значительной степени в стране, он так или иначе фигура, которую не объедут и не обойдут. Но если говорить про содержательную часть, про техническую, что ли, сторону, конечно же, во многом он изолирован. И посмотрите, что происходит. От него не последовало серьезных заявлений после переговоров в Абу-Даби. Ему реально... он попытался сделать хорошую мину при плохой игре, что приедут и отчитаются. А смысл в том, что ему никто ничего не сообщал. Только когда приехали, только, что называется, на словах бабушка пересказала. Бабушка Умеров. И сейчас пошли эти заявления. Причем тоже для меня очень
как бы хорошо корреспондирующие с теми инсайдами, которые были и есть. Не буду врать, надувать щеки, что прям с переговоров они есть. Там действительно удалось выстроить систему достаточно высокой секретности. Если что-то долетает, то только через несколько рукопожатий в течение суток действительно каким-то образом что-то доходит. Но вот с тем, что было перед переговорами, очередным раундом, и вот прямо сейчас, первые сутки после, в принципе, это хорошо корреспондирует то, что он проговорил. Конечно же, попытавшись преподнести все немножко в ином свете, не так, как это есть на самом деле. Ну, как бы вот так. Нет, это история про очередной раунд, а тем больше про то, что там обсуждалось, и то, что было заявлено о создании трехсторонней рабочей группы на уровне военных министерств, да, российского, американского и украинского, это очень серьезный прогресс, я считаю. Потому что до сих пор, начиная с 2022 года, только одна подобная рабочая группа, как постоянно действующий канал, так называемая гуманитарная, которая на Украине называлась гуманитарным штабом, возглавлял который Буданов, создалась по итогам стамбульского общения в прошлом году. И вот теперь появляется новое, и это еще одна, скажем так, еще один факт в пользу того, что сейчас значительный объем вопросов, которые требуют ежедневного контакта и взаимодействия, это как раз военная компонента. А о чем еще говорить военным, кроме как не об остановке огня и соблюдении режима прекращения огня? Потому что если говорить про войну и про сражения, военные не общаются, тем более противоборствующие стороны. То есть речь, конечно же, именно про военную компоненту по части прекращения полномасштабных боевых действий и сохранения этого режима на постоянной долгосрочной основе. Для других причин такая группа просто не нужна. Михаил, ну здесь как бы по поводу, как корреспондируются инсайды, да, с переговором, с тем, что происходит, я, конечно, жажду подробностей, потому что у людей каша. Ну вот на самом деле каша. И мы видим очень и очень яркий момент, за который очень и очень ярко не цепляется Россия. Ну, то есть, я так понимаю, что это пас в ноги с точки зрения того, чтобы хлопнуть дверью, закончить любые переговоры, объявить мобилизацию в России, частичную или полную, и, так сказать, за родину, прям на Париж, как в 45-м, да, как пел Шнур в известной песне. Стрельба в генерала Алексеева. Многие уже это все обсудили, с разных сторон подсветили, но на самом-то деле нужно рассматривать это как определенный повод хлопнуть дверью. Причем никто не осудит, все четко понимают, что это за спецоперация, и мы узнаем очень много подробностей, даже если они, ну, скажем так, будут где-то натянуты, где-то еще, но вот много подробностей об этой спецоперации после того, как нам покажут вот этого стрелка, этого мужчину, которого обвиняют в том, что это он сделал, да, и доказательства, и он же должен вывести на заказчика, и как это будет выглядеть. Сразу понятно, что это не какой-то условно мигрант из стран Средней Азии, которого там по телеграмму завербовали, обещали на границе передать деньги, и, в общем, это другое. Это вот именно какой-то, это профессионал, который четко знал расписание, который даже более того, четко была команда именно вот в этот момент это совершить. Он его долго вел наверняка. И вот здесь возникает важный момент. Так какие последствия от этого эпизода? Ну, генерал Алексеев, надо сказать, что сегодня утром сообщили, что он пришел в сознание, даже там может разговаривать. Врачи очень осторожно говорят, все, типа, жизни ничего не угрожает, спасают. И, по всей видимости, это очень серьезно повлияет как раз-таки на вот те контакты между военными, которые вы описывали выше, и, соответственно, на то, как корреспондируются инсайды. Давайте так. Я как раз придерживаюсь мнения, да, мы пока не знаем прямо изнутри ничего, и если получим информацию, она будет купирована так или иначе. Или то, что нам покажут и расскажут. Я как раз считаю, что прямым образом на переговорный процесс это не повлияет, прямым образом, подчеркиваю, но как аргумент в диалоге, например, Москвы и Вашингтона, еще и как. Еще и как. Личный рассказ, послушайте, мы спокойны, мы с вами в диалоге, но посмотрите, что эти творят.
огромное для меня подтверждение факт его задержания в Дубае, и мгновенная экстрадиция по факту. Это даже, наверное, не экстрадиция с юридической точки зрения в классическом понимании. Это просто передача, получается, российским правоохранителям. А я приведу пример еще одной очень интересной операции, которая во многом симптоматична тоже. А помните вот этого самого беглого депутата, которого в Дубае забрали? Тоже все думали, да какой, с Дубая как с Дона выдачи нет. А вот привет же, получите. И тогда лично, насколько я понимаю, Поклад занимался этой операцией там, в Дубае. И давайте так. В моем представлении, конечно же, это очень серьезно спланированная была операция. Тут вы абсолютно правы. И это, конечно же, серьезная агентурная, резидентурная работа. Серьезнейшая, многоуровневая, многосоставная. И помощь здесь оказать оперативную настолько, вот там, в Дубае, могли только американцы. Только. Причем в обоих случаях. И в том, и в этом. И заметьте, то, чего ждали от того возврата на Украине, что это будет контрудар по нам, а ничего не произошло этого. Вообще ничего не произошло. Вероятно, как условие его возврата было. И здесь. И тогда для меня становится очень понятна одна конструкция. Ну, давайте так, в порядке пока скажу предположений. Если сопоставить с той информацией, которая у меня была и есть, и которую я изложил у себя, например, на канале, о попытке провокации с Хмельницкой атомной электростанцией, когда была попытка сымитировать удар российских дронов, и попытка представить все это американцам, что это было. Это было 31 числа, помните, когда блэкаут приключился? И когда по всей Западной Украине в МЧС полетели команды из Киева срочно отправлять бригады в Хмельницкую область, а потом их развернули по дороге, по моей информации. При желании, захотите закопаться, проверить эту историю. Было, не было. По моей информации, американцы сказали, вы что, в своем уме? Проверили, они взяли паузу. Никакой атаки не было. Вы что творите вообще? И после этого последовала команда уже железная, Кушнеру и Виткофу, участвовать в переговорах, чтобы, не дай бог, чего не приключилось. И вот сейчас совершенно очевидно, что это мероприятие, произведенное в Москве, она получила оценку тоже очевидную, как мне кажется, в Вашингтоне. Они оказали помощь российским правоохранителям, чтобы быстро его забрать и представить им. Вряд ли Россия собственными возможностями, даже с учетом довольно тесных коммуникаций с государствами Персидского залива, именно монархией Персидского залива, могла бы вот так быстро повернуть в ту сторону без участия американцев. Ну уж точно это не могли быть британцы и Лондон. Уж тут давайте так. Выскажу опять же в формате предположения. Зеленский, по моей информации, будучи в Вильнюсе 25 января, общался с британцами. И вот эти все мероприятия и события происходят после этих всех дел. Абсолютно точно. А еще я рассказывал историю о том, что новый глава ГУРМО имел во время визита министра обороны Великобритании непубличную встречу тоже с ним. Ну, вот давайте так, выводы сами сделайте, сопоставите. Не будем создавать как бы лишний ажиотаж. Соответственно, я уверен, да, ведется серьезнейшая, упорнейшая работа по дискредитации самого переговорного процесса и срыва самого переговорного процесса. Но он продвигается. И его участники, я подчеркиваю, Зеленский здесь во многом изолирован, они пока работают на результат. Какой? А вот Зеленский здесь, безусловно, выход на подписание как минимум дорожной карты и алгоритма, по которому придут уже к финальным документам. Вероятно, после выборов и, может быть, после референдума. А возможно, эти вопросы будут совмещены. Мы с вами говорили в прошлый раз, что февраль, может быть, март, абсолютно маркерный в этом смысле. Потому что без выборов, да, итоговые документы не появятся. Потому что есть четкое требование Москвы, что должен быть подписант, которому не может быть никаких вопросов. Ни Конституционного суда, ни международного сообщества, ни Совбеза, ни у кого. И вот он должен быть подписантом. Без выбора это невозможно на сегодняшний день. Много вопросов по части легитимности Зеленского, даже по легитимности Рады и по легитимности любого человека в нынешних обстоятельствах. Без выборов это все дело не освятится, скажем так. Поэтому это маркерная история. Да, Михаил, смотрите, сегодня утром разлетелись новые свежие заявления Зеленского, которые я предлагаю обсудить в этом контексте. Давайте. Да. Опять, давайте, по генералу Алексееву. Много было уже сказано, много уже было высказано мнений, предположений. Сейчас просто они будут не актуальны, потому что, еще раз, нам покажут этого человека, а его точно покажут, то есть тот, кто стрелка этого. И нам Следственный комитет России
какие, возможно, политические будут заявления по этому поводу. То есть эта история, она только вот набирает обороты. И то, что Алексеев жив остался, и этот стрелок был неудачный у него был. Не исполнил. Ну, то есть, понимаете, это придаст особой пикантности истории и особого разворота политическим версиям и политическим рычагам, которые будут давить, прежде всего, конечно, в этом трехстороннем формате Россия, конечно. Украина, Америка. Это 100%. Но сейчас это обсуждать не имеет смысла, потому что мы посмотрим, как поведут себя россияне. Они же могут это все замять, могут, наоборот, выпячить, могут изменить переговорную позицию, могут не изменить. Инсайды из Абу-Даби были очень интересны. Значит, что нам сказал Зеленский этим утром? Сделал ряд заявлений. Говорит, что США хотят завершения войны до лета. Ну, то есть, как у нас на обложке нашего эфира, дембель в мою, понимаете? То есть, дембель в мою. И вот эти два ихтиандра, да, вот поплывут на плотике. Да? А потом весь мир в труху, да? Видишь мирные переговоры? Видишь? Нет, а они есть. Они есть, да. Они есть, вот так. Да. Так вот, он сделал заявление. США хотят завершения войны до лета. Вероятно, будут оказывать давление на стороны. Ой, что же происходит? С учетом временных рамок. То есть, у них есть график переговоров, график этих встреч, и они будут по нему идти. Да. На следующей неделе. Значит, Зеленский в очередной раз высказал позицию «стоим, где стоим», и привел как бы нам к обсуждению. Это пас Зеленского к обсуждению. Давайте это обсудим. Значит, модель. Американцы предложили следующее. Значит, свободная экономическая зона на Донбассе. Да. Значит, идея предусматривает определенный особый правовой режим, налоговый режим и вероятный отвод войск и России, и Украины в зависимости от места на Донбассе, кто где сейчас стоит, на 5 или 40 километров. Ну, в зависимости, где ближе. Именно войска уходят. На их место порядок обеспечивают какие-то контингенты заведенные, какие не уточняет. Значит, понятно, привлечение инвестиций. Уже гуляет в сети от аналитиков, что это будет такой офшор, где вроде как санкции с России не снимают, но они свободно могут как бы торговать и, ну, в общем. Американские это снимут. Кстати, об этой истории Саша Дубинский рассказывал в телеге, да. Вот, получается, что... Фирмы штата Делавэр, да, было такое. Получается некий офшор, да, окно в Европу, окно в западный мир для товаров и услуг. Главная цель восстановления, инвестиций, рабочие места. Но это все он хочет как бы зашить в референдум. Вот то, что он нам описал, говорит, будет референдум по этому поводу. Вот это вот уже очень интересные моменты. На самом деле, вот это типа американцы предлагают. Зеленский говорит, мы стоим, где стоим. Одно с другим не сходится, противоречит. Так себе прямо скажем, да. Ну, какие тогда у вас есть мысли, зачем нам... Ну, вот сегодняшнее заявление Зеленского, они же прямо, это американцы. Вот американцы предложили. Он прикрывается американцами, конечно, или становится в оппозицию к американцам? Не. Это все та же логика, по которой и Кала сделала заявление про трудные решения, и Рюте приезжал, рассказал про трудные решения, и какие будут такие прям гарантии, как у профессора Преображенского. Такая бумага, чтобы прям всем бумагам бумага. Слушайте, конечно же он прикрывается. Если давайте с финала. История про референдум – это его большая-большая хотелка. Я просто напомню, после их встречи в Майами с Трампом, когда они оба к тумбочкам вышли, Трамп сказал, да это можно и в парламенте сделать. Это и правда можно юридически, аж бегом и легко все ратифицировать в парламенте. Рада по Конституции имеет право реализовывать международную политику и, соответственно, ратифицировать подобные документы в легкую. Но это технология избирательная. Скажите, вставки Зеленского все малопольные, почти как цитата из известного прекрасного фильма. И они считают, не знаю, как политтехнолог, у меня это большие сомнения, они считают, что референдум это будет тот инструмент, который, если они пришьют к президентским выборам, позволит выиграть Зеленскому. Вот но это же не конституционно. Александр, я вас таки умоляю.
Нет, ну Это что, таки, первый раз? ну подождите, ну таки давайте, это же нельзя. Референдум и выборы одновременно нельзя. Это разные процедуры, и это противоречит всему. Вы что, не понимаете, что Родина в опасности? Они же говорят, что в условиях военного положения нельзя. Хотя ничего не мешало в 14-15, ну, точнее в 15-16 году на Донбассе проводить выборы, даже там, где формально это была антитеррористическая операция. Никаких проблем не возникло провести там. Вот. Сейчас тоже просто военное положение, а войны нет юридически, да? Никто же войну не объявлял, поэтому они готовят действительно пакет такой себе документов. Ну, конечно же, не несут его в комитет, чтобы просто не начался вот этот вот геволт огромный, да, и швах полный с обсуждением, тем более оппозиция, так называемая украинская, она не применет вынести все это в широчайшее обсуждение, а еще и на Западе начнут обсуждать. Они готовят это как пакет. То есть проведение в один день и выборов президента, и референдума. И считают это избирательной технологией под Зеленского. Теперь про его спич утренний. И про свободную экономическую зону, которую предлагают американцы и собираются давить. И до лета они хотят все это сделать. Слушайте, ну, опять же, и я говорил, и мы даже, по-моему, с вами обсуждали. У Трампа и команды Трампа очень простой тайминг. Очень простой. У них 250 лет государственности, 4 числа июля. У них чемпионат мира по футболу. Это супер события такие, которые они будут продавать, конечно, в свою пользу. Да? Ну и, конечно, у них выборы в Конгресс. Вот летом, к лету должна горячая фаза закончиться и пойти подписание. Или вот как-то это должно совпасть. Вот май, июнь, июль, подписание документов. И что? И Трамп с перемогой, с медалью вот такой, с эполетами въезжает в выборы в Конгресс. Вот какая задумка у американцев. Они себе не могут. Почему мы говорили с вами про февраль-март? Да потому что они в этом тайминге не могут себе позволить на более поздний период это все отнести. Если они въезжают в избирательную активную фазу избирательной кампании с нерешенным украинским кризисом, еще и в горячей стадии противостояния, при своем участии непосредственно в переговорном процессе, но это просто неуправляемая, неочевидная ситуация. Команда Байдена за это поплатилась, по большому счету. Их Трамп размазывал Третьей мировой всю свою избирательную кампанию. Вы не решили украинский кризис, еще туда бабки заливаете, еще сейчас Третья война мировая начнется из-за вас. Что это не сработало? Конечно же, на какую-то часть сработало на результат. Вот у Трампа сейчас та же проблема. Ему нужно решить максимально и летом получить перемогу. Это вот совершенно политтехнологический аспект, поэтому это все звучит. Теперь дальше идем. Про свободную экономическую зону. Да, конечно же. Потому что эта история обсуждалась в формате там Уитков, Кушнер, Дмитриев. Конечно же, это обсуждается. Конечно же, это может быть инструментом в случае отмены, например, американских санкций, а рассчитывать при этом на снятие европейских санкций по большому счету не приходится, да, если говорить про Евросоюз как институцию. Какие-то отдельные страны возможно, но Евросоюз сильно сомневаюсь. И в этом случае, например, с учетом того, что Штаты очень быстренько в ближайший год, 2-3 вкатываются в дефицит углеводородов, да, то есть у них прошел пик добычи, они снова движутся не к профициту, а к дефициту. Они снова начнут импортерами становиться. А соглашения заключены. Поставлять углеводороды они в Европу хотят, зарабатывать на этом хотят. Считают это важной составляющей стабильности собственной экономической. Они то российские собираются поставлять. И для этого им вся нефтегазотранспортная украинская система, которая и так уже будет их по ресурсной той самой сделке. Это все то, что есть в непубличной части соглашения, которое нам никто и не показал. Вы помните, были запросы народных депутатов, а Минфин и Минэкономики что ответили украинские? Не подлежит разглашению. Так вот, нефтегазотранспортная система, все эти 2 десятка с лишним газопроводов, нефтепроводов, продуктопровод, плюс еще и аммиакопровод, это все будет под неким, чем, вспоминаем слово времен Леонида Даниловича Кучмы, консорциумом неким, американским, где будет управление в первую очередь. А что там будет течь? А будет там газ и нефть российские течь по этим трубам. И для этого, конечно же, нужна эта специальная экономическая зона. И все при своих, что называется. Вот насчет Зеленского не уверен, и насчет Украины так себе тоже уверен. И в этом, конечно же, абсолютно четкое понимание команды Трампа и Кремля, что все правильно укладывается, в елочку, как говорят. О чем говорит Зеленский, не договаривает точнее. Вот это его история «стоим, где стоим». Да? И как она вообще корреспондирует с этим всем. Это же бред вроде бы. Да? И при этом рассказывает про отведение на 5 и 40 километров. Интересно, это имеется в виду где как, или, условно говоря, российская армия на 5 километров, а украинская на 40? Такое ведь тоже может быть на самом деле. Он же просто не договорил, да, назовем это так.
Ну и по факту, вот вам инсайт тоже. Я о нем у себя рассказывал, но ваша аудитория могла еще не слышать, например, тему. И она, конечно же, не особо-то гуляет. Параллельно с переговорами в Абу-Даби Зеленский по каналам своим передали команде Трампа предложение. Мы не хотим уходить с Донбасса, оставляя его России. Но мы готовы уйти с Донбасса, чтобы там была даже не свободная экономическая зона, а территория подмандатная, внимание, Совету мира. Ровно так же, как в документах по Газе написано. Кстати, в документах по Газе упоминаются и контингенты какие-то там, да, вот нейтральные, так называемые, и специальный экономический режим, и преференции для бизнесов и персоналей, связанных с Трампом непосредственно. То есть они решили, что они выкатили такую морковку для Трампа, что ли, пряник такой. Только Трампу это особо не нужно. Потому что у него и так все получается, если он пойдет по договоренностям с Москвой в этой логике. Он то же самое получает, по большому-то счету. Вот. Тут интересен другой момент. Я вот здесь, пока это уместно. Значит, тут определенными новыми красками, Михаил, заиграл пакет Дмитриева. Я слышал эту формулировку где-то недельки 2 назад, может 3. Помните, когда он приезжал впервые после санкций? Да нет, это раньше еще было. Ну, в общем, после санкций на Лукойл, американских, и туда сразу и все так еще посмеивались с Украины, пальцами тыкали, мол, побежал гасить пожары, да? Значит, тогда я слышал некий, вообще формулировку «пакет Дмитриева». Немножко вот в тот период, который я сказал в первый раз, 2-3 недели вот где-то тоже проскочило, причем в западной прессе. То есть, и мы уже что о нем знаем? Мы знаем, что это где-то 12 триллионов долларов, и это договоренности экономического толка между США и Россией. То есть, администрацией США и администрацией Кремля. Да. Тогда вот это тоже смеялись все, вот этот пролив, соединяющий Америку. Это реальный проект существующий, исполнимый на самом деле. Туннель, который под землей, там уже проект. Смотрите, и сейчас в 3-й раз возникает вот эта тема пакета Дмитриева. И мы видим, что Зеленского она очень серьезно раздражает. Потому что цена вопроса там 12 триллионов, может 15 триллионов, триллионы долларов взаимовыгодного сотрудничества. Эти деньги нужны. Очень нужны Трампу по тем же причинам, которые вы указали выше. И его тем, кто за ним придет из их команды. Просто смотрите, сейчас же у нас же очень интересная история происходит вообще с мировыми финансовыми. Да? То есть Economist публикует материал о долларе, который перестал быть крепок как никогда, в общем, гуляет туда-сюда, и это опасность. И Трамп снимает гешефт с ослабления доллара или вот этого ручного управления. Плюс полетела в тартарары криптовалюта. А это же его детище. Он хотел там быть папочкой криптовалют Трамп, да? Ну, или он заработал на этом, и его приближенные. Так в этом-то и дело. Вымывается... Люди-специалисты говорят, что, наоборот, крипта возвращается просто, на самом деле, в то положение, в котором она должна быть. Она была раздута, разогрета просто. Нет, мне кажется, там есть разные люди. Кто-то говорит, что все будет... Кто говорит, что все будет хорошо, Я сейчас... Смотрите, не про криптовалюту речь. Речь идет о том, что идет вымывание лишнего вот этого слоя, капучино, да, там, или там латте, а там слой пены. И он ее снимает, эту вкусненькую пенку, потом она там образуется, он ее снимает. Причем с доллара наличного, резервного, с криптовалюты, везде он так делает. И никто не может сказать, что снять вот эту пену в 12 триллионов от пакета Дмитриева Трамп, не захочет, да, по каким-то убеждениям. Будет снимать. Чего бы ему от этого отказываться? Для них это вопрос и его личного интереса его окружения и из ВПК, из нефтегазового сектора, из бигтеха. И это интересы стабильности самих штатов. У них все непросто очень с энергетикой и нефтегазовым комплексом в горизонте нескольких десятков лет. Там интереснейшие вещи. Специалисты рынка. Конечно, здесь, это в их интересах. Да, и вот здесь очень интересно, что Зеленского очень сильно он раздражен тем, что американцы и россияне контактируют. Пункт раздражения был на прошлых Абу-Даби, это когда
там закончились, ну, в общем, подсчет боеголовок по СНВ-3, да, и собираются опять это перезаключать, там Америка притягивает Китай туда, в этот договор, Китай как-то не особо рвется, обвинения, в общем, такая геополитика очень и очень мощная вокруг ядерного оружия. И в формате Абу-Даби, все же как говорят, вот зачем они встретились в Абу-Даби, Украину обсуждать, детали, которых никто не знает. А тут Песков возьми и проговорись, говорит, да, встречались российская и американская делегация и обсуждали этот вопрос, Украины не касающийся прямо никаким образом. Как вам видится сценарий, что... Ну, в общем, Украину отбросят, в конце концов, от этих переговоров и поставят по факту, перед фактом. Арахамию вчера, я был, если честно, обескуражен. Прям расклады в офисных телеграм-каналах, что Стефанчука на Арахамию заменят. Мотивация. Ну, да. Почему? Потому что Арахамия участник переговоров, и Россия, главы Верховной Рады, подпись, ее она устроит. Ну, смотрите, эту историю я рассказываю очень давно в своих телеграм-канале и в Ютубе. Да, этому инсайду про Давида, ну, месяцы и месяцы уже. Потому что, во-первых, Арахамия – это на сегодняшний день самый рукопожатный для команды Трампа человек из всей верхушки киевской. Вот самый на сегодняшний день. Из политиков, назовем это так. Плюс, да, эта история, опять же, про переформатирование парламента, мы с вами это тоже обсуждали, что она у них заготовлена. И действительно, ну, извините, Стефанчук и люди, которые рядом с ним сидят в президиуме, вообще не интересуют Штаты и не устраивают Штаты. А вот Арахамия на этом посту очень важен ввиду всех этих будущих изменений и перетрубаций, потому что речь идет пока только про выборы президента. Рада останется. И Рада вот на период условной турбулентности, подписания документов, президентских выборов и, предположим, референдума, имплементации какой-то. Рада остается, ну, островком политической и конституционной стабильности. И очень важно, чтобы этот островок для американцев, для Белого дома возглавлял человек, на которого они могут рассчитывать и в кого верят, скажем так. Он действительно для них важный элемент очень. Поэтому ничего удивительного совершенно, что они хотят заменить Стефанчука на Арахамию. Это действительно, ну, мне казалось, даже уже не секрет Полишинеля. Вот. И, конечно же, слушайте, украинский кризис в глобальной новой игре, назовем так, или даже давайте так, партии по переустройству глобальной системы безопасности, а договор о нераспространении – это именно оно. Быстро там не получится. Там действительно Россия требует включения Британии и Франции, которые нарастили с 91-го там, или даже раньше своего года свои потенциалы. И уж тем более Америка хочет, чтобы был Китай, который прям как грибы, да, после дождя растет их возможности. Да, я думаю, и Россия заинтересована, что на самом деле каким-то образом окоротить, что ли, эту компоненту в Китае, да, по крайней мере, начать контролировать, что там у них происходит. Поэтому быстро они подпишут. Это не будет сей секунды, что называется. Вот. Но по факту этот процесс идет, и он очень важен. Это куда больше, чем украинский кризис. И вот эта вся история про пакет Дмитриева, про огромную систему переустройства экономического взаимодействия. Это тоже намного больше, чем украинский кризис. И получается так, что украинский кризис – это один из пунктов, который требует решения для того, чтобы вот эта вся большая, да, история состоялась. А в этом кризисе, в этой проблеме есть еще один камешек в ботинке, ключевой, к сожалению, на сегодняшний день. Это Зеленский. И по факту к нему так все больше начинают относиться. Это проблема, с которой уже просто не хотят, по большому счету, мириться и считаться. Понимаете? И, конечно же, этого не устраивает. Потому что его консультанты лондонские, давайте так, и пиаром его занимаются, и безопасностью его занимаются, и стратегированием с ним занимаются именно британцы. И Лондон, безусловно, занимается. И они ему четко раскладывают. Британцы это прекрасно все это видят. И британцев это тоже нифига не устраивает. Эта история про Белый дом и Кремль вообще не устраивает. Им это вот как серпом по брынцалам получается. И они ему объясняют: Вова, ты должен до конца сопротивляться, создавать эти завихрения, эту турбулентность создавать, чтобы выцегонить нам и себе какое-то будущее во всем этом. Потому что все прекрасно понимают, это две ядерные и энергетические супердержавы, по большому. Хорошо, Штаты пока профицитные, уходят в импорт нефтегазовый. Но это самая большая экономика, как бы там ни было. Или хотя бы хорошо.
в горизонте десятилетия это сопоставимо с Китаем экономика. Это мощнейшая страна. И вторая мощнейшая с точки зрения военной и ядерной компоненты страна. И энергетической, главное, полезным запасом, да, разведанным. И еще не разведанным, это тоже коллапс второй половины 21 века. А речь-то еще идет про что? Про арктический шельф. Почему Трамп сейчас так волосы сердит? Что ему интересует навигация там, в этом северо-западном проходе выше Канады? Да вторично это абсолютно, хотя важно. Но интересует его Гренландия и даже Исландия только потому, что есть арктическая зона. И Гренландия, соответственно, Дания, через наличие Гренландии проецирует огромную зону, которая может контролировать и это шельф, и запасы на шельфе. На сегодняшний день из разведанных только запасов арктический шельф – это 30% мировых запасов углеводородов. 30%. Это огромный взгляд в будущее лет 50. И тот, кто будет этим заниматься на шельфе, тот будет править балом. Так вот, американцы сейчас с Россией обсуждают как раз эти вопросы. Потому что у американцев есть лучшие в мире технологии по бурению и добыче глубоководной или на шельфе. Лучшие объективно. А самая большая исключительная зона экономическая у России на шельфе арктическом. И история про тоннель, над которой ухахатываются просто. Ребята, я отправляю всех к мосту, да? Крымскому, да. Сколько мы наслушались, да там и плавуны, там и то, там и все. Нереально. Спокуха называется. Так вот, я вам скажу так. Наслышан об этой истории. Это абсолютно реальный проект, который только кажется утопическим. Но на самом деле, о чем думают Штаты в первую очередь? Это Штатам даже нужнее. Потому что с учетом долгосрочной перспективы, неопределенности даже в военной компоненте на Тихом океане, с учетом фактора Китая, который способен при желании создать огромные проблемы Штатам по части импорта-экспорта и навигации морской, то есть все эти торговые коммуникации. Создание отдельного совершенно канала транспортного с Россией для Штатов – это вопрос тоже их безопасности экономической. А с другой стороны, в некотором смысле и для России это вопрос экономической безопасности. И Россия сейчас в том направлении разворачивает, конечно, сейчас ограниченные ресурсы финансовые, будем говорить прямо, но строятся мосты через реки сибирские, которые даже при Союзе не подступались к этим темам. Строятся путепроводы и закладываются путепроводы. И все туда, на самом деле. Потому что этот туннель, на самом деле, будучи запущенным, и, кстати, Штаты сейчас проектируют ровно те же вещи на Аляске. Ровно те же вещи. А если вспомнить еще про очень интересные телодвижения Штатов в отношении штата Альберта канадского, где добывается 90% нефти канадской. И, кстати, это как раз тоже на западном побережье. То становится вообще очень интересно все это выглядит. Понимаете? И этот туннель, который может стоить космических денег, будет окупаемым, достаточно быстро окупаемым. Ну, поэтому тут, смотрите, тут же там огромный баян самых разных возможных соглашений. И где там этот Зеленский с его, что называется, Баба-Яга против? Но с другой-то стороны, мы же понимаем, что американцы не отметают Зеленского. Они... Нет, конечно, а зачем? Ну, чтобы все подписать и закончить. Как зачем? Чтобы Значит, ускорить этот процесс. Есть очень простое объяснение. Он был и остается раздражителем для России и проблемой для России в этом переговорном процессе. И значит, если американцы еще не получили все то, что хотели от России в этом переговорном процессе, или хотя бы даже в этом непростом переговорном процессе по нераспространению, им выгодно сохранять эту проблему в лице Зеленского. Пока он существует, вот не станет этой проблемы, все будет подписано. Чем торговаться будут американцы, если убрать такую проблему под боком у России? Чем они будут торговаться, кроме снятия санкций? Ну хорошо, снимут они это сделают, большую часть санкций снимут. Дальше какие у них будут способы предложить что-то такое России, что и Россию это заинтересует. А вот, пожалуйста, есть проблема, которая как бы решается, но как бы и не очень решается. Вы будьте позговорчивее, джентльмены в Кремле. Ну, это же вот так на самом деле выглядит. Ну, Америка сталкивается с большими проблемами в отношении вот этих всех больших планов, Конечно, которых вы описали. Конечно. Ну вот чего стоит, как освистали Венса на открытии Олимпийских игр в Милане. Причем так интересно, знаете, то есть
там Урсулу, которая там выходит и говорит: скоро война, вот это все, мы будем помогать, вы должны платить, Украина, там все дела. Никто не освистывает. Вопрос мигрантский это очень тяжелый в Европе сейчас в последнее время. Тоже никто никого не освистывает, понимаете? По этому вопросу, например, испанцы, которые раз там и легализовали кучу пакистанцев. И в других странах эти процессы как бы происходят в том плане, что, ну они же легализованные, значит, это нелегальные мигранты, и проблема решена. Да. Понимаете? А Венса вот освистывают. Но там же еще наложился очень интересный политтехнологический фактор. И, кстати, многие считают, что Трамп, конечно, поставил на себе крест перед этими выборами, когда опубликовал обезьян с лицами Обам. Что-то погорячился он, да. С технологической точки зрения это было занадто, скажем так. Чересчур, безусловно. И, соответственно... Просто до сих пор они там вбросы подобные делают, там про бомбежки какие-то, еще там про что-то, да. Но это немножечко... Это хорошо сработало в его ядре электоральном, вне всякого сомнения. Но вопрос ведь не про ядро, а про то, что нужно привлекать тех, кто сомневаются, колеблется. Вот, кстати, свежие данные. 40% американцев, по-моему, это младше 30 лет, не определяются как поддерживающие одну из политических сил. То есть не являются сторонниками Демпартии и Республиканской партии. Но они же голосуют при этом, какая-то часть их. То есть вот в этом смысле совершенно верно, это такая себе была... шутка, которая может иметь далеко идущие последствия. Особенно в сочетании с историей про ударом непосредственно по нему через Меланию, с этой всей историей с Эпштейном. Это ведь прям по нему, потому что для его электората уже, а это библейский пояс так называемый, это консерваторы-реднеки, это отчасти монолитный бывший юг, для них эти вещи более чем значимы. Это как это так? Наш фронтмен, а еще вот эти вот все дела, конечно же, это во многом его профанирует в их глазах. То есть что-то погорячился Дональд Фредович, но это его, скажем так, его беда, потому что он-то не дурак совершенно. И с учетом команды они, в общем-то, все верно и выдержанно делают. Но его заносит объективно. Его заносит. В данный конкретный случай по рукам бы надо бы ему дать, но кто бы ему даст эти по рукам? Мало кто. По поводу Венса, давайте так, как политтехнолог объясню. Тотальные бунты и массовое возмущение, связанные с бедностью или с голодом, бывают действительно прям в экстремальных ситуациях. Вот никто, уверен, в Европе прям так, чтобы ненавистью к Урсуле или к Мерсу, который требует огромные бабки гнать в адрес Украины, не пропитываются. То есть они считают, что, дурагоны, что вы творите? Пока человеку есть что есть, и транспорт пока ходит, вот не будет именно такой... лютой ненавистью. Что такое Венс? И в этом смысле очень хорошо европейские медиа в свое время отработали после его мюнхенской речи. Это унижение европейского достоинства. Его представили как пугало, что это человек, который назвал вас всех европейцев, совершенно унтерменьшими, условно говоря. То есть людьми второго сорта. Вы все проиграли, и вы все, скажем так, потеряли. И будущего у вас нет. И вот унижение не прощает толпа. Никогда. И, конечно же, его освистывают. Конечно же, он теперь просто враг для Европы, потому что донесли до каждой европейской, итальянской бабушки на лавочке под подъездом и до каждого немецкого дедушки в кресле-качалке, что Венс, это человек, который пришел и вас оскорбил. Правда, неправда, дело 10-е. Прав он, не прав, дело 20-е. И поэтому Урсула это наша сукина дочь, что называется. Хоть это мы с ней разберемся, что называется. Мы ее заменим на кого-то другого. А вот этот извне, который пришел и сказал, что мы никто, это, конечно же, враг. Конечно же, вот как политтехнолог вам скажу, это всегда работает. То есть ключевые вещи, с которыми работают, давайте так, некоторые представители моего цеха, моей профессии, это противопоставление мы и они. То есть создать это противопоставление, вот здесь все мы, а вот там только они. И все, ты гарантированно, если ты правильно все математически посчитал, сколько здесь, сколько там, ты выигрываешь выборы, ты получаешь результат. Или репутационные какие-то достижения имеешь. Поэтому я совершенно не удивлен, что Урсулу не песочат, а его освистали. Для меня как раз это лишнее подтверждение того, что линия, которую выбрали Трамп и Венс, она слишком радикальна для Европы. Притом мы получаем сообщение, что, условно говоря, этот конгломерат, который мы называем МАГА,
начали работу по финансированию во Франции, в Берлине, ну, соответственно, в Германии, в Британии Фараджа. То есть они-то на самом деле считают, что они кого-то растолкают в Европе вот такими унижениями. Но, может быть, это не вполне выверенная история с их точки зрения. Не знаю, не углублялся, но явно их ставка на консервативные традиционалистские силы, да, и евроскептические силы в Европе. И вот подтверждение, что они их будут финансировать. Тем более Маск это уже делал в прошлом году. Например, в Польше, кстати, делали с тем же Фараджем. Но, наверное, ну, надо понимать, что Венс, скорее всего, выступая в Мюнхене, он выступал не для европейцев, а для своего внутреннего избирателя, американского. Но при этом это было как слон в посудной лавке, конечно же. Михаил, один вопрос, который мы из свежего не обсудили, из свежих сегодняшних выплесков Зеленского по этому поводу, понятно. Это выплеск, хорошая формулировка. Ну, а как еще? Сейчас, знаете, сейчас на фоне... Ну, там, может, дальше поговорим на фоне этих Эпштейнов и, скажем так, сейчас это очень... Просто можно по-разному расшифровать очень. Понимаете, была такая фраза. Я вот ее, если честно, не до конца понял. Эту линию я хочу, чтобы вы прокомментировали, она важная. Вчера Лукашенко разошлось видео, где он на совещании рассматривает снюс. Замечательное же. Григорыч молодец, конечно. Замечательное же видео. И там же вот это как там в рот брать, под язык, вот это все там, а ему рассказывают, и потом голова кружится. И он говорит, елки-палки, иногда хочется так вот это там выпить, чтобы голова закружилась, потому что тут такие проблемы. А какие проблемы? Телята дохнут в одной из областей. В Гродненской, по-моему, области, он сказал, мне слышать губернатора Гродненской области, что ваши телята дохнут. То есть, по-моему, так это было. Дохнут телята в Гродненской области, и он сидит и мучается этой проблемой, что надо аж закинуться снюсом. По примеру президента Польши Навроцкого, ну, тут постоянно под снюсом. Да. Смотрите, и вот этот момент, как бы, да, вот все вчера рассмотрели, но Зеленский вообще тянет Беларусь, качает эту тему. Вот сегодня опять он выходит и говорит, что если запуск Орешника будет с территории Беларуси, война придет в Беларусь, и типа россияне подталкивают Беларусь, чтобы они ударили Орешником с ее территории. И тогда война перебросится на эту территорию, и тогда что? То есть вот он как-то сделал такое заявление, а там дальше додумывай сам. Оно, конечно, такое сумбурное, и тут можно посмотреть с разных углов на нее, но если вложить ее в череду действий Зеленского в отношении Беларуси, оно находит свое место, как тот пазлик. Да? Какая роль сейчас по раскачке Беларуси отведена Зеленскому глобальными игроками? Ну, давайте так. Все равно ключевые здесь это Лондон, Варшава и Вильнюс. Просто в этом смысле Украина, она очень удобная площадка для старта любых провокаций, любых информационных, вплоть до военных. Послушайте, это опять же из логики комплекса общения, которое Зеленский имел в Вильнюсе 25 числа. После этого была история с Тихановской, помните? После этого были заявления про шпица Григорыча. После этого был арест белорусской журналистки Кардаш, да, если не изменяет память, которая по факту-то на самом деле ее попытались представить там агентшей КГБ, а как по мне она вообще на украинскую разведку работала и ни сном, ни духом, что она агент КГБ. Вот, то есть чисто надо было кого-то хлопнуть, и хлопнули. Но эти заявления для меня совершенно очевидная вещь. Я много и обстоятельно говорю о том, что ряд европейских центров, как минимум в первую очередь это Прибалты, это Скандинавы, ну там тоже определенный вопрос, но давайте так, обобщенно немножко скажем, и Лондон, и, возможно, Германия, они, конечно же, готовятся и даже особо не таятся к некому экзистенциальному конфликту, следующему с Россией на Балтике, как минимум. И вот, французы отдельно готовятся с румынами и молдаванами на Черноморском, да, направлении. А вот эти ребята очень серьезно готовятся к истории на Балтике. По большому-то счету переломить ситуацию внутриполитическую в России и снова поставить Россию в формат а-ля 90-е и получить ее ресурсы, это, конечно, для них по большому счету единственный способ пропетлять вот в том всем, что на них сейчас накатывается. Потому что они по большому-то счету
теряют свою роль геополитического, геофинансового, экономического центра. У них нет ни ресурсов, ничего. Их выбили из Африки во много. Они сейчас пытаются с индусами заключить, они пытаются с латинским миром что-то заключить. Но это уже паритетные договоренности. Это уже не эксплуатация, будем говорить прямо. А элиты европейские за последние 5000 лет, они привыкли жить, в общем-то, в колониальном формате, где они метрополия. И вот переломить ситуацию в России для них крайне важно. Для этого в их планах, и, повторюсь, они не сильно таятся, все-таки новые конфликты, прокси-конфликты с Россией. Конечно же, они не готовы к прямому столкновению. Что, они сумасшедшие, что ли? Или там камикадзе? Куда им лезть, да? Прямое столкновение без гарантий от США. А гарантий от США не будет. Соответственно, нужны прокси-точки. Калининградская область, белорусская граница или Белоруссия как таковая. Где-то что-то в Прибалтике, где-то что-то в Скандинавии, возможно, в районе Финляндии. То есть очаги конфликта, которые позволят раскручивать дальше санкционный маховик, да, какие-то сдерживающие факторы, какие-то факторы, которые могут повлиять на внутриполитическую ситуацию внутри России. Вот этот кризис они готовят, безусловно. И Лондон, ну давайте так, без лишней конспирологии скажем, Лондон – драйвер этих событий и этих вещей. И, конечно же, формирование предпосылок новой такой прокси горячей точки вокруг Белоруссии – это одна из задач. Вне всякого сомнения. Тем более, если есть в горизонте, условно говоря, года, предположим, достаточно неиллюзорная перспектива все-таки завершения полномасштабного военного конфликта на Украине. Ну, есть. Ну, год, полтора, ладно, уже там совсем с запасом говорю, да. Ну, даже вон Зеленский говорит, что американцы хотят через полгода все закончить к лету. Соответственно, ну, готовятся. Слушайте, готовятся. И вот эта вся история. Зачем бы Зеленскому это нужно было бы, да? Ну, нахрена? У тебя и так проблем полон рот, ты еще и обостряешь с Белоруссией. Зачем? Чтоб шо? Ну, значит, как бы ты человек зависимый, тебе просто сказали это делать. Других причин просто быть не может. Других причин просто погодите, быть там же связывают то, что Ермак его удерживал, а теперь вроде как не удерживает. Ой. Ну, тоже парадокс. С одной стороны, вроде как это... Капли на лице – это просто дождь или плачу это я. Блин, ну, слушайте, Ермак как был советчиком, то и сидит у него на ухе. Вот свежее расследование ОП подтверждает это, по большому счету. Ну, мы же обсуждали, по-моему, или не с вами обсуждали, что Ермак даже устроил сцену и не позволил Буданову сесть в свой кабинет. Там як батька все залышал, так и есть. Он как был человеком советующим, так и не перестал им быть. В этом смысле он утратил влияние во многом, но Зеленский его слушает и прислушивается. В этом смысле это не может быть тот человек, который вот советовал не трогать Беларусь, а тут вот вдруг все, его нету, и все, понеслась. Ерунда это полная. Чепуха на постном масле. Нет, конечно же. Здесь ни при чем совершенно история с Ермаком. Это все внешнее влияние. А Зеленский абсолютно зависимый человек на самом деле. Абсолютно зависимый человек. Он сколько угодно может внутри страны держать стояк. Ну, что он без европейской и лондонской поддержки? Скажите мне, пожалуйста. Да что он, собственно, без Штатов на самом деле? Если вычеркнуть всю помощь Штатов, которая даже пусть где-то опосредованно через там программы эти натовские, где-то прямым образом через... Не, смотрите, Штаты сейчас последние заявления очень прямые, откровенные. Ситуация да? со Старлинком показала, что все в порядке. Ну, да. То есть надо прикрывать Старлинки, они прикрывают Старлинки, делают какие-то... Но они показали, что это все в наших руках. Да, они ну, то есть... что все... И все разговоры Макрона, что мы подменили во многом, французы подменили... Да ерунда. Я общался с людьми, которые разбираются в вопросах. Возможности французов несопоставимы с американскими. Просто несопоставимы. Потому что американцы предоставляют в потоковом режиме. И потоковая обработка. Их динамики – это вот в моменте онлайн, что называется. Французы – это съемка, это фиксация. Это совершенно не то вообще. Да, французы... Там, где чуть-чуть что-то перестали делать американцы, они подхватили эту историю. Ну, больше, собственно, ни у кого и нет. Но куда там они? Причем если... Так смысл ровно в том, вот кто такой Зеленский без этой внешней поддержки, без штатовской? Кто он такой без Лондона, который у него на ушах сидит постоянно? Кто он такой без Макрона и Мерца? Ну, кто он такой без Мэтта Фредериксона? Это человек, который станет беднее, понятно, там коррупционные схемы. Ну, смотрите, а кто такой Зеленский без атомных электростанций? Сейчас вот
Сейчас его как бы заглушили, эти станции, ряд энергоблоков по стране после атаки. Да. Атаки произведены по подстанциям 750 киловольт. Ничего хорошего это не обещает. Морозы, как говорится, Да. идут февральские. Шмыгаль уже, в общем-то, рапортует. Дома, как бы там, не сокращается количество. Как у нас сейчас новая, типа... Это нерешаемый вопрос до теплоты. Ну, то есть, смотрите, то есть, я не о том, я о том, что у нас какая сейчас идет схема, да? У нас схема какая? Зеленский проводит селектор. Говорит, я недоволен ПВО. Количество домов должно же, по идее, с каждым селектором уменьшаться. И так было до вчерашнего селектора, с вчерашнего дня. А тут увеличилось количество. И сейчас еще будет увеличено. Да. Это дома без тепла по Киеву только. 1200 по вчерашнему дню, То насколько я есть, помню. понимаете, то есть, как бы ситуация идет, ну, он не выравнивает эту ситуацию. Это катастрофа. А потому что в этом смысле от него уже ничего не зависит. У них нет, хорошо, финансовые возможности есть, у них нет ни ремкомплектов, ни запчастей, ни мобильных подстанций, за счет которых они 1,5 года, которые нагнали все из Европы, которые были. Но и они уже выбиты. Все, привет. Выбили вслед за ТЭС-6, ТЭС-4, и все, привет. Это вопрос нерешаемый. Они расскажут, что 2 года, 2 месяца, Кличко сказал. Да какой там, вот Кучеренко вчера, бывший министр ЖКХ, говорит, да не восстановится 2 года. На самом деле, по моей информации, как я и говорил, вот ТЭС-6 не подлежит восстановлению, там просто новое надо строить. И ТЭС-4 не подлежит восстановлению, там просто новое, по большому счету, нужно строить. Нет, ну какие-то компоненты рабочие, какие-то нет, но там выбиты машзалы. Ну, ключевые технические там составляющие. По большому счету, это новую нужно строить. Это, ну, тепло придет, полегче станет. Но у вас и сети выпавшие, у вас 70% почти газодобычи выбито. А теперь я просто скажу, а если бы подписали все и договорились, и выполнили в 2022 году весной? Да если бы год назад подписали и выполнили. Ну вот... Прошлым летом. Весной даже, когда вот это Ермак, помните, в костюмчике расхаживал там по Абу-Даби, как великий переговорщик. 2 момента хотел бы с вами обсудить, и будем переходить к вопросам зрителей. Момент первый. Значит, сейчас в Украине ширится, ну, такой достаточно специфический, с душком, как говорится, скандал. Ко Дню влюбленных Укрпочта запустила, скажем так, почту кохання, почту любви. Значит, официально в коллаборации с одним из брендов, ну, они вот выпустили, да, вот такие как бы, ну, вот ящички почта любви, школа, девочки, собственно, в коротких юбочках, в таких вот этих самых, ну, и сеть как бы начала взрываться. Да. Ну, мол, а что это вы тут на фоне еще с Эпштейном подробностей самых разных, что это вы тут придумали, Укрпочта? Вам денег некуда девать? Что это такое? Они там еле отбились от этого логотипа, который там за 600 тысяч гривен перевернули буковку. Но Смелянский, он же как? Он же любит с тетками пошуметь в интернете, он любит их там попоносить плохими словами, и, в общем, выдал ответ. Значит, по поводу бренда одежды и, ну, коллабы вот этой бренда одежды и Укрпочты, это моя позиция. Значит, первое, не видел, какие фотографии подготовила Укрпочта. Второе, не вижу в этих фотографиях проблем, но если общество видит, то мы паузу сейчас возьмем, пересмотрим все. Как бы команда бренда, в общем, выложила свои школьные фотографии, и, ну, фотографии, которые их вдохновили. Ну, там, понятно, вот эти все Бритни Спирс, вот эти юбочки, вот эти все там чулочки, как обычно. Короче, никто ничего такого не подумал. Но тут возникает другой же момент, понимаете? Идет война на уничтожение. Почта – это, ну, государственная почта, это же ключевой вообще тоже фактор в любой войне. А у нас, простите, какой-то цирк на фоне вот этих, скажем, еще и мировых скандалов. Мне кажется, что в этом зашита какая-то политтехнология, но я не могу понять цели и задачи. У этого Смелянского уже побрали, бог знает когда. Но он, смотрите, там держится и моросит, то матюкается. Значит, это кому-то нужно. Слушайте, а я отвечу очень просто. Кому война, а кому мать родная. Эти люди
ну, катастрофически, или там, даже не знаю, какой-то циклопически увеличили свои достояния в ходе войны. Она для них прекрасное время. Прекрасное время. Они живут в прекрасном мире. У них все прекрасно. У них темки мутятся, лавешка крутится. У них все хорошо. И в этой, ну, было у него радужное настроение. Захотелось фоточки девочек в коротких юбочках выставить. Но даже я думаю, что он действительно мог и не видеть. Это же такие же эльфы просто сидят у него там в этом отделе, который за это отвечает. Понимаете? За коллабы, за связи с общественностью, за маркетинг. Такие же эльфы сидят, как он, которые только выиграли от всего происходящего, к сожалению. Понимаете? Поэтому удивляться совершенно этому не стоит. А на этом-то фоне история с гражданским кодексом и браком в 14 лет. А потом пришлось просто бежать, спотыкаясь, падая на коленки, объяснять и говорить, что нет, этого не будет. Это все действительно на фоне вот этих всех событий с Эпштейном и тому подобными вещами. Кто там башкой своей думает? Они не думают, у них все прекрасно. В том-то и дело, что у них все прекрасно. И тут не надо искать подоплеки политтехнологической. Политтехнологическая подоплека – это вот распоясавшийся Ким, который рассказывает, что да, нужен мир и все остальное. Вот это вот чистая политтехнология, уверяю вас. Ну, то есть, подождите, то есть он же как говорит, люди боятся, а я вот не боюсь, я вот говорю, и меня поддерживают. Да. Слезы мешают говорить. Елки-палки. Какой ты вдруг смелый стал, да? Еще мне понравилось нас 40 миллионов. Ребят, если на Украине сейчас миллионов 20-22 есть, я буду прям сильно удивлен на самом-то деле. Может быть, я пессимистичен, но какой 40? Их не было и до полномасштабных военных не было. Даже близко не было. Но не об этом речь. Еще раз говорю, то, что сейчас Ким вещает, это вполне себе осознанно. Он медийный, он узнаваемый. В числе наиболее узнаваемых персонажей, которые ассоциируются с властью, как бы там ни было. И ему поручено это вещать, и он вещает. Это еще одно подтверждение, что ребятки готовятся к выборам. Как вот та история про бусификацию от Зеленского. Это все в ту же елочку укладывается на самом деле. Вот это, а здесь это просто дураки, у которых все прекрасно, в отличие от всей оставшейся страны. История со Смелянским. Значит, ну и важный какой-то такой момент, который уже оскомину набил, но мы не можем его пропустить по одной простой причине. Пока Reuters там публикует какие-то инсайды о том, что через месяц условно война... Короче, смысл какой, да, вот этих всех вбросов, что в марте огонь прекратится, в мае проведут вот этот референдум и выборы, то, что вы описывали, как бы пристегнуть, да, это вот такое есть такая конструкция, и вот как бы до лета уложились и закончили войну. Ну, то есть это вот такая идет перспектива, такая отработка этого сценария прессой, аналитиками, вот это все. Верить, не верить, ну, это как бы, это возвращает к началу нашего эфира. Пока... Я бы не верил. Ну, пока есть вот такой расклад, знаете, я, если честно, немного как бы обескуражен тем, насколько звереет ТЦК и общество, люди, которые им противостоят. Значит, в сети сегодня распространяются кадры. Это камера видеонаблюдения в одном из львовских домов. Подъездная, то есть, ну, на лестничной клетке. По утверждению автора, кто опубликовал эти кадры, где-то это 5:30, адрес Смольского, 7, ТЦК ворвались в квартиру, понимаете? Ворвались в квартиру и, ну, как бы, ворвались в квартиру и забрали мужика. То есть, вот прямо в квартире. Вот они залетают, там собачка, а он, видимо, ну, утро, да, он как бы собаку выгуливать, да, тут полицейские с ним, там женщина еще выбегает, пытаются что-то пытается предпринять. Значит, потом его удерживали по Батуринской 2 и отказывались предоставить медицинскую помощь. А также в этой же публикации, ну, мы верим там, да, вот автору как бы этого видео, который взял это сегодняшнее видео, у него руку сломали ему. Ну, то есть во время этого всего кардибалета. На фоне этого беспредела все чаще и чаще в сети публикуют вот там военные такие фотографии, что, значит, пришлось ему купить шеврон, ходить с ним. Шеврон типа «я нормальный, я не ТЦК». Клеют на бусы разного рода наклейки, что «я не из ТЦК». Что-то Федоров как-то ни шатка, ни валка решает эту проблему. А нет у него такой задачи. Пока была задача просто трындеть об этом.
Потому что и выборы пока не объявлены. Че бежать впереди паровоза, если финальных решений-то нету еще. Давайте вот про эту историю, она очень показательная, опять же. Первое. Я полагаю, что все-таки это какое-то сведение счетов, потому что это не широко распространенная практика, чтобы они подобные обходы устраивали или в квартиры врывались. Но совершенно очевидно для меня, что есть только одна причина, почему этого не происходит сейчас. Не поквартальных этих обходов, когда окружают там квартал, условно говоря, или микрорайон, начинают чехвостить все. Хотя такие прецеденты бывали. Не подомовые, естественно. И причина, повторюсь, одна. У них нет просто людей в достаточном количестве. Вот та история, которую мы наблюдали в течение всего 2025 года, что они массово начали привлекать откровенный криминал. Мы это наблюдали не раз, не два, не три. Те самые люди, которые по гражданке, так называемые. Это бандосы, которые в свое время оказались все со скорочками, там, то волонтеров каких-то, а еще раньше батальонов этих, да, в теробороне массово оказались. Вот сейчас этот криминал массово привлекается ТЦКшниками. Мы это видели в Одессе, в Кривом Роге, мы видели в Киеве, этих по гражданке одетых, много где. Это криминал. Причина одна, у них людей не хватает. Было бы достаточно людей, они бы пошли по домам и вот этим беспределом бы занимались. Поэтому я считаю, что в данном конкретном случае это, конечно же, история про какое-то сведение счетов. На мужика просто навели, что вот этого надо забрать. Вот. А по поводу, в принципе, их поведения. Я всем напомню про известнейший прошлого века еще эксперимент про студентов, где одних сделали заключенными, других надзирателями. И эксперимент пришлось остановить. Потому что человек, который получает даже вроде бы ограниченную возможность для решения, распоряжения чужой судьбой, он звереет. К сожалению. ТЦКшники в данном конкретном случае это ничем, кроме своего бога и господина, командира, который их может отправить на фронт, если захочет, да, и он не принесет выручку, не ограничены и не сдерживают. И с людьми могут творить все, что хотят. И убить могут. И потом расскажут, что у человека был эпилептический удар, или он упал, у него сердце остановилось, или еще что-то. Они убить могут, и им ничего за это не будет. И, естественно, они превращаются в скотов откровенных. И превратились уже. Потому что дана им такая возможность, им дано право быть скотами, чтобы гнать людей туда, на убой. Им такое право дано, поэтому они озверевшие скоты. Вот и все. Очень просто объясняется. Да, друзья, давайте подведем итоги нашего сегодняшнего опроса. Значит, совпадает, как бы, и там есть горизонтальный стрим, вертикальный стрим, процентаж немножко разный, аудитория немножко разная. Тут те, кому удобнее, да, вот в мобилке вот так смотреть. Но, в принципе, победитель один и тот же у этих опросов. После встреч в Абу-Даби на этой неделе Украина приблизилась к миру. 4% да, как никогда до этого. 23% нет, только отдалилась, что интересно. Интересно. Да? 34% топчется на месте. И 40% приблизилось, но через капитуляцию. Что скажете по поводу таких интересных итогов нашего голосования? Вот последний вариант ответа, мне кажется, подразумевает в представлениях людей, что ни о чем сейчас не договорятся, но все равно впереди тогда замаячит какой-то выход США из войны и военное поражение, соответственно, капитуляция. Я думаю, люди вот таким образом проинтерпретировались, и им видится, что сейчас ни о чем не договорятся, а итог, в общем-то, предрешен. Да, друзья, перейдем к вашим вопросам. Михаил, в режиме Блиц. Давайте на некоторые вопросы ответим нашей аудитории. Сначала сообщество YouTube, потом чат трансляции. Так, значит, Кристина, вопрос к Александру гостю. Вы доколе будете терпеть и почему весь мир должен любить вас больше, чем вы сами себя как нация? Это про украинцев имеется в виду такой. Да, я понимаю, да. Ой, слушайте, мне тяжело крайне с учетом моего контекста отвечать на этот вопрос, но мне кажется, человек, он такое существо, что если его поместить в этот иллюзорный мир и настойчиво там удерживать, он начинает верить в то, что ему там транслируется. И уж настолько этот чан бурлящий, в который поместили всех украинцев в 22-23 году, разогрелся, что очень многим действительно так показалось, что они просто прям защитники всего мира, что они прям вот на страже благополучия Европы и все остальное вот это. Исключительностью собственной просто пропитались. И, вероятно, у многих это сквозит и еще не выветрилось до сих пор. Меня лично это совершенно никаким образом не касается, скажем так.
Так, Александр, 99-й год, бомбежка Югославии силами НАТО. Милошевич заявляет: мы будем защищать территориальную целостность, мы, как суверенное государство, подверглись агрессии варваров, мы никогда не склоним голову перед агрессором. Вопрос: почему его не принимали с почестями королевские семьи Европы? Потому что Европа бомбила, наверное. Наверное, в этом все дело. Послушайте, там еще был интересный аспект, тоже касавшийся как раз энергетики сербской и тому подобных вещей. Когда натовские говорящие головы заявляли: слушайте, ну, блин, вот так вот. И вы хотите там, чтобы вот этот режим Милошевича пал, чтобы все это, весь этот ужас без конца закончился? Ну, потерпите ужас вот сейчас, в моменте. Это просто вот ко всей этой патетике, звучащей относительно происходящего. Ну, как-то так. Угу. Иван задает вопрос: кто занимается доведением ракет Патриот до гиперзвуковых скоростей, на котором возможен перехват кинжала? Игнат или Юрий? По ТТХ скорость ракеты Патриот значительно ниже. И с баллистикой они борются принципиально, не могут. Да. Слушайте, были западные, по-моему, запамятовал в каком источнике, но там именно был профильный журнал какой-то западный в сентябре или в октябре, что в октябре перехват баллистики снизился до 6%. Это вопрос удачи, скажем так, а никак. ПАК-3 не перехватывает маневрирующую баллистику, а сейчас такая появилась. Она просто ее не перехватывает, вот и все. И это точно никто этого сейчас не доводит. Единственный перехватчик, который будет иметь шансы с маневрирующей баллистикой, это ТЭТ, а их всего 10 батарей в мире, которые сейчас там в Саудовской Аравии собрали большую часть. Деминян, можно ли считать, что режим Зеленского прежде всего держится на обманутой части населения, которая до сих пор верит в перемогу, вступление в ЕС и прочую чушь? Можно ли как-то переубедить этих людей, или это уже бесполезно? Режим Зеленского держится на силовиках, остающихся отчасти верны ему, и на внешней легитимности, легитимации, которую оказывают ему европейские отдельные столицы. Вот и все. Без этого. И та история, которую я рассказывал, что он пока для переговоров с Россией нужен Белому дому. Вот как проблема, которую они могут героически решить, но пока не решили. Так, следующий вопрос. 3 столетия тому назад на территории современных США и Канады велась одна из самых кровавых войн между коренными жителями Америки. Иракезов активно поддерживали англичане, гуронов и магикан – французы. Аборигены с неистовым воодушевлением уничтожали друг друга под одобрительные возгласы бледнолицых, щедро снабжавших их современными видами оружия. В итоге французам достались земли индейцев на территории современной Канады, англичане и прочие европейцы захватили все остальное. А что в таких случаях получают аборигены, спрашивает Алекс. Гидность. У меня другого ответа нет. Гидность, да. Александра. Когда вы погружаетесь в анализ высказываний Зеленским о предложении США по созданию свободной экономической зоны, Михаил, ваше восприятие складывается так, будто это уже стало частью нашей действительности. Позвольте задать вам вопрос. Что служит основанием для такой уверенности в согласии Кремля с вот таким подходом? Все сигналы, исходящие от Кремля, не указывают на смену позиции в отношении Украины. Прошу прощения, но маловероятно, что Кремль будет готов жертвовать национальной безопасностью России или инициировать внутренние конфликты, отказываясь от ключевых целей ради того, чтобы помочь Трампу на выборах в Конгресс. И кому нужен пакет Дмитриева, если Пентагон заявляет, что обороноспособности Украины зависит от нее национальная безопасность США. Я послушала вашу аналитику, и она говорит, что будто Китай и Россия заинтересованы в усилении их США. Америка прежде всего, так ли? Очень странный вывод про Китай и Россию, заинтересованных в усилении США. Очень, очень нужно сильно постараться, чтобы из моих материалов и моей аналитики найти такой вывод, сделать такой вывод. Теперь по поводу специальной экономической зоны. А вы слышали какие-то комментарии с российской стороны по специальной экономической зоне? Я нет, например. Вы где слышали, что Россия против выступает? По другим вопросам аж бегом заявляют, что они против. Или вот этот вопрос остается для нас важным. Лавров говорит, или Песков.
Постоянно слышим подобные заявления. А по специальной экономической зоне было что-то такое? А если я скажу, что обсуждается вопрос именно между, имеется в виду, Белым домом и Кремлем в таком вот формате, что, да, украинские войска отходят с территории Донбасса, это становится, полностью заходят правоохранители, администрация российские, и создается специальная экономическая зона к вящей совместной экономической выгоде России и Соединенных Штатов. Это по-другому выглядит для вас? Где здесь ущемление, что называется, интересов? Если это действительно в таком формате обсуждаем, давайте пока в формате предположения скажем. Если это действительно в формате так обсуждается, в таком, то я не вижу никакой проблемы. И, естественно, никто не будет воспринимать идею, о которой я рассказал, которая действительно была предложена Киевом, Вашингтону, про подмандатную Совету мира территорию, как в Газе. Никто это не будет обсуждать. Об этом и речи нет, и я это не утверждаю. Я рассказываю, что такой вариант есть. Но обсуждается, вероятно, между Кремлем и Белым домом совершенно другое. Переходим в чат трансляции, друзья. Здесь вопросы звучат тоже. Так, вопрос. На переговорах какие территории обсуждаются? И обсуждаются ли статус русского языка? Будет ли выход к морю у России? Про выход к морю Николаев и Одессу много, кстати, вопросов. Гуманитарный блок обсуждается, и по моей информации в целом имеется подтверждение с украинской стороны готовности. Там есть нюансы, и их будет еще огромное количество, но готовности, скажем так, идти навстречу по этим вопросам. Пока так сформулирую то, что я слышал. Насчет выхода к Черному морю, слушайте, я бы не горячился, мягко говоря, вот так скажу. Предпосылок пока не наблюдаю для этого. Погодите, а зачем тогда, по данным источников в Абу-Даби, требовали от России гарантии, что они не будут претендовать на Одессу? Во-первых, мы не знаем, это как бы были информационные сливы, а может быть вбросы, это разные вещи, слив и вброс. Во-вторых, гипотетически, я думаю, что этот вопрос очень интересует даже не столько Зеленского окружения, сколько тех, кто является ему партнером в Европе. Французов, например. А я рассказывал, что французы очень активно представлены в этом регионе. Или, например, британцев. Или даже поляков. И в этом смысле в общую рамку обсуждения вопросов дальнейших гарантий этот вопрос как-то могут вплетать. Но я не уверен, что он станет предметом действительно подписания чего бы то ни было. Это очень странно было бы, если это вдруг вот так локальный, будем говорить прямо, вопрос для такого набора документов там всплыл бы. Хотели бы вы, чтобы на боях ММА перед Белым домом выступили главы конфликтующих государств и порешали таким образом свои проблемы? Нет, я не хотел бы за этим наблюдать. Вероятно, это было бы очень специфическое зрелище. Так, значит, почему Стефанчук отпетлял от замужества девочек 14 лет? Потому что ему сразу прилетело от политтехнологов Банковая. Скорее всего, готовилось это хрен знает когда этот кодекс готовился. И документы просто... это классический эксцесс исполнителя. Документ был готов давно, его наконец-то там где-то явно там про что-то другое, там чем-то другим занимались, дошлифовывали, внесли его в комитет, а тут ничего себе, оказывается, там что есть такое. Да? Просто не досмотрели, что называется. Получил сразу по башке, естественно. И вынужден был корректировать эту всю историю. Классическая история, просто ничего удивительного. Вопрос Михаилу от Александра. Мнение, он не согласен. Режим Зеленского держится на деньгах Запада, а Зеленский, как я не так сказал. шагреневая кожа, без него денег не дадут, но ресурс тает, и все понимают, что скоро исчезнет. Вот две нестыкуемые вещи. То есть Зеленский держится на западных деньгах, и без него денег не дадут. Вообще никак нестыкуемые вещи. Украина бессубъектна. Это первое. Дадут или не дадут деньги на что-то, это будут решать те, кто будет распоряжаться будущим политическим Украины. А насчет того, что Зеленский держится на деньгах, а разве я не сказал, что он не держится на западной легитимности отдельных европейских столиц? Я это и сказал. Легитимность это проявляется и в финансовой подпитке в том числе. Пока давайте так. Этот режим власти Зеленского, я бы вот так даже говорил. Потому что
он не персонализирован на самом деле. Это вот этот есть консенсус элитный украинский политический, который поддерживается отдельными столицами, ну и ЕС как единой институцией. Вот так вот я скажу. Мгм. Столько умномыслящих украинцев, как они вообще могли довести страну до такого ужаса? Повторю то, что сказал в предыдущем ответе. Украина бессубъектна. И мнение украинцев в стране, которая не обладает собственной силой и ресурсностью достаточно для того, чтобы противостоять влиянию крупнейших мировых держав, ну, не имеет значения, к сожалению. Вопрос. Какая ваша любимая серия из фильма ДМБ? Блин, хороший вопрос. Я не могу сказать, что прям серии какие-то, но отдельные моменты прям мне очень, очень нравятся про персонажей, которые на плоту уплывали и их провожали. Вот этот вот момент мне очень нравится в ДМБ. Про Ихтиандров и все дела. Да. Не будем забывать. Про Ихтиандров хорошо было, да. Ну, первая серия, там, где они знакомились, лично для меня. Это как бы... Где-то там гротеск совсем, а моменты отдельные просто замечательные. Говорят, что остался один только земельный вопрос. А что с первопричиной? Она уже не актуальна, внеблоковый статус. Россия говорит, что не нужны территории. Так зачем вносить их в Конституцию, раз они не нужны? Ну, это каша какая-то, а не вопрос. Вопрос с НАТО решен принципиально. В целом решен. А что до территориального вопроса, это уже вопрос внутриполитический для России, я считаю. И вопрос Донбасса был один из немногих, который был как ключевой обозначен в начале всех событий. Так что по мне так все логично. Да, тут пишут, встреча с вдовой на кладбище, да. Ну, по поводу серий. ДМБ, да. Значит, верите ли вы, что будет наступление на Киев летом? Не очень похоже на это, мягко говоря. Ну, мягко говоря. Значит, приходят новости еще такие, знаете, которые тоже нужно обсудить, и куда вообще идет эта война. Значит, есть такой поселок Мирный в Люберцах, и там улица недавно переименованная имени Владлена Татарского. Значит, 16-летний подросток нашел какую-то коробку, решил в мусор выбросить. И в этот момент предмет взорвался в руках у него. Его госпитализировали, врачи, в общем, оторвало палец, повреждение там, еще одного пальца. Понимаете, и вот, кстати, и вспоминается там разные же случаи. Там, помните, даже на видео снимали, как в Донецке какая-то колонка стояла, и там Океан Эльзы играл, мужик там что-то подошел ее, ну, или пнуть, или выключить, и то же самое произошло. Не довелось, да. Слушайте, смотрите, мы уже в этом режиме войны. Да нет, слушайте, эхо у войны будет и будет долгим достаточно, но время лечит. Это сакраментальная, фундаментальная определяющая фраза, которой как бы с полным основанием, как политтехнолог, могу руководствоваться. Время реально лечит. Человеческий мозг не способен вот в этом огне, в этом, либо в фрустрации непрерывной, постоянной, либо в ресентименте непостоянном, если не подогревать, естественно, если не будировать, не мобилизовать постоянно это, в этом раже не может, да, в этом боевом выступлении не может находиться постоянно. Поэтому время всегда лечит. Всегда, друзья, время лечит. И раны все затягиваются. Все затягиваются. Но эхо войны во всех смыслах, и вот в таких тоже будет, конечно же. Куда без этого? Депутаты рассуждают, если Россия атакует войска НАТО на территории Украины, то НАТО не будет считать это атакой на их страны. Это не запускает 4-ю, 5-ю статью. Про это сказал Рютте, который приезжал на этой неделе, один из депутатов, Чернев, заявляет прямо сейчас. Вообще, конечно, вот этот вот Рютте, скажем так, его приезд, а что это было, Михаил? Информационное прикрытие трудных решений. Разделить с киевской властью эти самые трудные решения. Ничего более. Рютте на зарплате у Трампа. Давайте четко говорить. НАТО – это конторка, которая принадлежит Штатам, чтобы там себе другие участники НАТО не думали. Поэтому Рютте абсолютно ориентируется. Это он называл Трампа папочкой, это он выступал на его стороне по вопросу Гренландии по факту, причем как бы при этом
против ветра всего Давосского форума, да, как бы действовал. Поэтому, когда делаются такие шаги, предпринимаются такие шаги, такие делаются заявления, это именно то, о чем я говорю. Это такой себе пряник, который Киеву кидают из Штатов, ну, если угодно, Зеленскому кости в будку бросают. Вот. Чтобы сказать, ну вот смотри, ты же не один. Тебе говорят об этом. То есть и они берут на себя, и НАТО берет на себя эту ответственность. И он приезжает, рассказывает про какие-то выдающиеся гарантии безопасности. Хотя по факту, естественно, никаких контингентов на территории Украины не будет. Не будет. Это очевидная история. НАТОвских имеется в виду. Да, друзья, всем большое спасибо за то, что сегодня побывали на нашем прямом эфире. Вот таком субботнем, дневном. Михаил, благодарю за время и мысли. И вам благодарю, друзья, за время, потраченное на мою скромную персону. Спасибо, что смотрите меня и Александра, уж тем более. Да, друзья, подписывайтесь, не забывайте, поставьте лайк этой трансляции. Будем следить за ситуацией. Самое главное, берегите себя и друг друга. Добра и света.